Всем салют, все же мы любим прогнозы, а еще более качественный анализ по-настоящему интересных команд НХЛ. Вот я решил совместить два этих любимых дела. Сегодня мы поговорим про Коламбус. Вы на канале Где Маклюшка Чувак, и сегодня вы узнаете, почему Коламбус станет обладателем Кубка Стэнли уже в ближайшие 5-10 лет. В чем секрет этой франшизы, кто ее главный идейный лидер, каких игроков Коламбус сохранит, а кто отправится на выход. Об этом и не только прямо сейчас. Погнали! На сегодняшний день Blue Jackets занимает 8 место в Восточной конференции, и, мягко говоря, от них мало кто ожидает борьбы за кубок. Однако, если взглянуть на их состав, перспективы и финансовые возможности, становится понятно, что уже через несколько лет они могут всех удивить. Ведь именно Коламбус собирает одних из самых высоких пиков драфта НХЛ в последние лет 5. Дин Эвансон постепенно выводит команду на новый уровень, и давайте для начала пройдемся по их составу. Самая проблемная зона Коламбуса — это вратарская линия. Про трассовое даже говорить не буду, Даня на текущий момент просто не тянет уровень НХЛ. А вот про Элвиса Мерзликина поговорить можно и даже нужно. Лучшие свои 2 сезона в карьере Элвис провел сразу после ухода Сергея Бобровского. Это сезон 19-20 и 20-21. Тогда он отражал в среднем по 92% бросков. Дальше только спад, спад и спад. Сейчас же его сложно назвать надежным голкипером, особенно в этом сезоне. 39 матчей, 89,5% отраженных бросков, это 40 место в лиге. Коэффициент надежности 2,96, 39 место во всей лиге. Это явно не уровень команды, которая хочет претендовать на кубок, пускай и не сейчас. Я даже не уверен, что сама команда знает о том, что она претендует на кубок. В итоге, я думаю, со мной никто не будет спорить, что клубу срочно нужен качественный вратарь. А трансфер можно осуществить уже сейчас. Правда, кого? Какие ваши кандидаты? Пишите в комментариях, очень интересно будет почитать. А в телеграм-канале я выложил список вратарей потенциальных свободных агентов, переходи и подписывайся. Кстати, сейчас еще посмотрел вратарей, кто был задрафтован Коламбусом в последние годы. Я насчитал 3. 2 из них очень интересно играющие в канадской ВХЛ, а то и ниже. Плюсом и стата у них не очень. А вот 3 это по-настоящему бриллиант, Сергей Иванов. В прошлом сезоне в Адмирале, в этом сезоне в Сочи отлично себя показывает. Может, есть какой-то шанс, что его подключат хотя бы на роль 2-3 голкипера. В защите у Blue Jackets все отлично, но есть нюансы. Давайте начнем с хорошего. Зак Веренский, несомненно лидер, 62 очка, 18 плюс 44 в 57 матчах, 2 место среди защитников бомбардиров после Кейла Маккара. Показатель полезности плюс 11, среднее время на льду 26-50. Это звезда, находящаяся в рассвете карьеры, и через условные 5 лет я уверен, что он будет также тащить Коламбус, поэтому он точно необходим в нашей команде. Тем более контракт с Заком подписан до 28 года. Кто еще обязан остаться в Коламбусе 2030? Данте Фабро и Иван Праворов. Крепкие, надежные защитники оборонительного плана. На момент предполагаемого кубка мужикам будет уже 31 и 33 года соответственно. Их мы, разумеется, оставляем, но далее с опытными игроками мы заканчиваем. Нужны молодые и не менее голодные атакующие защитники. Дейтон Матейчук. Классный 20-летний защитник с великолепным катанием и чтением игры, которому еще нужно время, чтобы раскрыться в НХЛ. А с молодым поколением в оборонительной линии все. В текущем составе никого подходящего под наши требования нет, и уж тем более их нет в списке ранее задрафтованных Коламбусом игроков. Таких защитников я насчитал 8. Я пробежался по их профилям, вообще ничего интересного. Возможно, именно на драфте 26 года Коламбус найдет себе пару перспективных защитников, способных в ближайшие 2-3 года заиграть уже в основе. Вся и более подробная статистика ключевых игроков Коламбуса в нашем телеграм-канале и группе ВК. Подписывайся, ссылка в описании. Там правда много статистики и анализа. Перейдем к нападающим. Кирилл Марченко, настоящий прорыв года. Этот парень уже сейчас, в свои 24 года, показывает, что может стать одной из главных звезд не только команды, но и лиги в целом. 60 очков, 24 шайбы, 36 голевых передач в 56 матчах. А показатели полезности просто на запредельном уровне, плюс 34. 2 место во всей лиге после Райана Макдональда.
На льду же Кирилл проводит в среднем 18 минут 44 секунды. Еще пару лет назад, даже после игр за СКА, я и предположить не мог, что Марченко выйдет на такой космический уровень. Очень приятно за ним наблюдать. Как думаете, сделаем про него отдельный видос? Пишите об этом в комментариях, если действительно вам интересно. Адам Фантилли, 20-летний центр первого звена Коламбуса. Вам еще нужна какая-то информация? Ладно, выбранный под третьим номером драфта 2023 года Фантилли уже выдает довольно солидные цифры. 59 матчей, 36 очков, 17 шайб, 19 голевых передач, а среднее время на площадке 17 минут 37 секунд. Контракт новичка у Адама действует еще 2 года, но клуб без сомнения обязан предложить ему новый. Это центр, который уже в своем втором сезоне в НХЛ играет очень уверенно и по-настоящему зрело. К тому же тренер в него несомненно верит. Ну и добьем это шикарное первое звено Дмитрий Воронков. Это второй сезон в НХЛ для нашего 24-летнего силового нападающего, несомненно любящего провоцировать соперников. Я это помню еще по КХЛ, но Дмитрий известен, конечно, не только этим. 50 матчей, 39 очков, 19 шайб, 20 голевых передач, показатель полезности плюс 17. Среднее игровое время 17-28. Контракт заканчивается в этом сезоне, и Коламбус уж никак не должен его упускать. Этот игрок также будет одним из ключевых в построении нового Blue Jackets. Далее Кент Джонсон, еще один высокий пик драфта. Кент был выбран под пятым номером в 2021 году. Он уже проводит третий сезон в НХЛ, сейчас в его активе 41 очко, 20 шайб, 21 голевая передача в 45 матчах, среднее игровое время 17-28. Контракт у Джонсона действует до 27 года. Кент действительно может стать суперзвездой, и у Коламбуса, и у Джонсона есть все для этого. Время, ресурсы, доверие тренера. Давайте дальше по молодым и перспективным. Осталось у меня в списке 3 фамилии. Селлинджер тот, что Коул, Лука тот, что белорус, сами прочитайте его фамилию, ну и Егор Чинахов. У Селлинджера в 21 год вроде и неплохая статистика, 54 матча, 29 очков, но в те же 18 он уже выдавал 31 результативный балл за сезон. Я к тому, что прогресс не сильно заметен, хотелось бы чего-то более стремительного, благо возраст Коула позволяет подождать. Контракт с канадцем подписан до 26 года. Дальше у нас Лука Дель Белус, 21-летний нападающий в сезоне 24-25 был одним из лучших в Кливленде АХЛ, поэтому и заслужил вызов в основную команду и на данный момент отлично себя показывает, хотя играет, конечно, не регулярно. Всего в НХЛ у Луки 16 матчей, 3 шайбы и 6 голевых передач. Что касается Егора Чинахова, прогресс действительно заметен, он очень вырос, возмужал, стал умнее за последние пару лет, но травма выбила Егора месяца на 4. Уже 9 марта по прогнозам Чина вернется в строй. В этом сезоне у Егора 21 матч, 7 шайб и 7 голевых передач. Показатель полезности плюс 2, а среднее игровое время 17 минут. Контракт у него подписан до 26 года. Ну, про игроков за 30, а таких в Коламбусе много, целых 11. Говорить не хочется, только если про Шона Монахана. 30-летний нападающий проводит лучший сезон за последние 6 лет. 41 матч, 41 очко, 14 шайб, 27 передач. Показатель полезности плюс 17. 19 минут 27 секунд среднего игрового времени. Контракт до 29 года, поэтому он, возможно, и застанет этот предполагаемый нами рассвет Коламбуса. Его опыт и стабильность могут стать незаменимыми качествами в самых высоких раундах плей-офф. В ранее задрафтованных нападающих все мрачно, все, кто заслужил, всех уже подтянули в состав. Кто там остался, просто ни о чем. Единственное, там есть Кирилл Долженков, но о переезде в НХЛ говорить точно рано. Я постарался показать все сильные стороны текущего состава Коламбуса, считая, что крепкая основа у клуба есть, нужно еще обрасти костями, укрепить этот так называемый скелет, а основа по-настоящему классная. Помимо этого у Коламбуса под потолком зарплат свободно порядка 18 миллионов, тоже какая-никакая возможность пригласить классного игрока в клуб. Команда может усилиться топ-вратарем, взять еще одного элитного защитника и добавить глубины в нападение. Если менеджмент сыграет правильно, а молодежь будет продолжать прогрессировать, то я считаю, что к 2029 году Коламбус уже сможет выйти на уровень претендента на кубок Стэнли. Но теперь можете набрасываться на меня в комментариях.
А если серьезно, что вы думаете? Может ли Коламбус стать топ-командой в ближайшие годы? Пишите в комментариях, кого им нужно подписать или обменять, и стоит ли делать отдельный разбор по Кириллу Марченко. Подписывайтесь на канал, в Телеграм, на YouTube, в группе ВК, все ссылки в описании, ставьте лайк на этот ролик, спасибо за просмотр и всем удачи. До встречи на следующей неделе.